Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусного песочного печенья на майонезе. Печенье получается рассыпчатое и хрустящее. Все продукты в рецепте комнатной температуры. Здесь 100 грамм размягченного сливочного масла. Жирность масла 82%. Добавляю 130 грамм сахара, щепотку соли для баланса вкуса, 10 грамм ванильного сахара по вкусу и перетираю все лопаткой до однородности. Перемешиваю миксером до увеличения масла в объеме. Добавляю одно яйцо и перемешиваю до объединения всех ингредиентов. Масло должно посветлеть и стать более пышным. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 100 грамм майонеза. Жирность моего майонеза 50%. Чтобы песочное тесто получилось рассыпчатым, в нем должно быть достаточно жира. Поэтому майонез лучше использовать жирный. Перемешиваю до однородности и растворения сахара. Вот такая воздушная масса получилась. Здесь пол чайной ложки соды. Соду я гашу яблочным уксусом. Можно ее погасить обычным 9% уксусом или лимонным соком. Добавляю соду к маслу и перемешиваю. Вместо соды можно использовать разрыхлитель. В миске 300 грамм пшеничной муки высшего сорта. Муку буду просеивать и добавлять частями. 20 грамм кукурузного крахмала, это примерно 1,5 столовые ложки, тоже просеиваю вместе с мукой. С крахмалом песочное тесто становится более пористым и хрустящим. Перемешиваю миксером, чтобы в тесте не было комочков. При этом долго перемешивать тесто не нужно. Достаточно просто перемешать до однородности. Если тесто месить долго, то печенье не будет хрустеть. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Добавляю оставшуюся муку. Перемешиваю миксером и лопаткой. Готовить печенье можно двумя способами. Раскатать тесто в пласт и вырезать печенье. Для этого способа добавьте в тесто еще немного муки, буквально 20-30 грамм, и уберите тесто в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте в пласт и вырежьте печенье. Я хочу сэкономить время, поэтому буду формировать печенье сразу, при помощи кондитерского мешка. Для этого способа консистенция теста должна получиться вот такая. Перекладываю тесто в кондитерский мешок. Если хотите, можете использовать насадку. Я буду формировать печенье без насадки. Продвигаю тесто скребком и скрепляю мешок прищепкой. Отрезаю кончик кондитерского мешка и выкладываю полоски теста на противень, застеленный пергаментом. Тесто жирное, пергамент можно не смазывать. Полоски стараюсь сделать одинакового размера и кладу на расстоянии друг от друга. Расстояние между полосками теста должно быть не менее 1,5 сантиметров. Как я ни старалась сделать полоски одинаковыми, у меня это не получилось. Выпекать печенье нужно в заранее разогретой духовке
при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз, примерно 15-20 минут, до золотистости. Время выпечки зависит от вашей духовки и размера печенья. Первый противень с печеньем готов. Снимаю печенье и даю ему полностью остыть. Вот так выглядит печенье вблизи. Выкладываю оставшееся тесто на противень. Он еще горячий, поэтому тесто слегка плывет. На это печенье я решила нанести узор при помощи вилки. Этот противень заполнен не полностью. Печенье вкусное, поэтому можете готовить сразу двойную порцию. Просто увеличьте количество продуктов в рецепте в 2 раза. Отправляю тесто в духовку. Второй противень печенья готов. Оно выпекалось 15 минут. Даю печенью полностью остыть. Вот такое печенье у меня получилось. Оно в меру сладкое. Вкус майонеза в печенье практически не чувствуется. Рецепт простой, из доступных продуктов, которые наверняка найдутся у вас на кухне. Готовится печенье быстро. В холодильнике оно хранится до 1 недели. Но в нашей семье такое печенье съедают быстро. Мои мужчины любят выпечку из песочного теста. Мой сын любит есть это печенье с какао или с теплым молоком. Печенье пористое, рассыпчатое и хрустящее. Послушайте, как оно хрустит. И, конечно же, печенье вкусное. Рекомендую вам приготовить такое печенье на майонезе. Оно вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!